Молодая женщина на протяжении всей беременности получает множество шокирующих новостей. Когда у нее внезапно начинаются схватки, врачи кричат, что она рожает. Александру положили на операционный стол в окружении такого количества врачей и медсестер, какого она никогда в жизни не видела. В воздухе повисло предвкушение того, что должно было произойти. Несмотря на всю суматоху в операционной, Александра чувствовала себя странно спокойной. Она держала за руку своего партнера Антона, и они улыбались друг другу, готовые вместе отправиться в совершенно новое путешествие, о котором никто из них и не подозревал, когда они решили попробовать завести еще одного ребенка. Когда операция кесарево сечения подошла к концу, по операционной пронесся общий вздох, когда врачи и медсестры поняли, кого родила Александра. Александра Кинова и ее партнер Антон Крашин жили в маленьком городке Милович, недалеко от Праги, в Чехии. У них уже был маленький сын, которого они очень любили. Им нравилось быть родителями, и они с удовольствием планировали выходные и веселые мероприятия для своего сына. Александр и Антон стремились расширить свою семью. Их сын всегда легко заводил друзей, и они знали, что он был бы рад иметь родного брата, лучшего друга, который всегда был бы рядом с ним. Их сын достиг возраста, когда пара почувствовала, что пришло время попробовать завести еще одного ребенка. Через несколько месяцев пара получила радостную новость, которой они так долго ждали. Они ждали еще одного ребенка. Они ждали, пока не истечет 12-недельный срок, прежде чем сообщить своему сыну, что у него появится новый товарищ по играм. Маленький мальчик был вне себя от радости, но было кое-что, о чем они не рассказали своему сыну. После 12-недельного обследования врачи пришли к выводу, что у пары, скорее всего, будет больше одного ребенка. Из-за того, как были уложены младенцы, врачи не могли точно сказать, сколько детей вынашивала Александра. Супруги мысленно подготовились к появлению близнецов, но не хотели никому говорить об этом, пока не получат подтверждение. И у Александры, и у Антона в семьях были близнецы, поэтому они всегда знали, что вероятность того, что у них родятся двойняшки, выше. Эта мысль вызвала у них улыбку, и они не могли дождаться встречи с двумя комочками радости. Вскоре живот Александры увеличился, и люди начали шутить, что, похоже, она вынашивает больше одного ребенка. Дело дошло до того, что пара больше не могла отмахиваться от замечаний, и в конце концов они признались людям, что ждут двойню. Из-за того, что у них было несколько детей, Александре пришлось пройти больше обследований, чем обычно, и теперь врачи были на 99% уверены, что пара ожидает двойню. Роды протекали так, как и должны были протекать, и даже несмотря на то, что были дни, когда Александре было тяжело выносить двух малышей, она была просто благодарна за то, что они оба здоровы. Однако вскоре пара узнала шокирующую новость. При очередном обследовании врачи объяснили, что из-за того, что малыши растут и двигаются, теперь, похоже, Александра может выносить целых 4 малышей. Супруги потеряли дар речи от того, что число младенцев, обнаруживаемых при сканировании, продолжало удваиваться. И снова из-за положения младенцев врачи не смогли подтвердить фактическое количество младенцев, показанное на снимке, и супружеской паре оставалось только гадать, сколько же детей у них будет в конечном итоге. Теперь, когда казалось вероятным, что Александра родит 3 или 4 детей, врачи посоветовали молодой женщине не волноваться. Несмотря на то, что она была молода и обладала крепким здоровьем, медицинские работники были очень обеспокоены большим количеством рисков, связанных с многоплодной беременностью. Пара сначала была вне себя от радости из-за того, что ожидала двойню, а затем испугалась, что дети родятся недоношенными и у них будут проблемы со здоровьем. Оставшиеся несколько месяцев беременности Александра провела в состоянии покоя, чтобы убедиться, что малыши будут здоровы. На последнем осмотре перед родами врачи сказали Александре, что в интересах ее и детей было бы сделать кесарево сечение. В свете недавнего открытия медики собрались вместе и поделились новостями,
которые повергли супругов в изумление. Сначала пара считала, что у них будет один ребенок, затем сканирование показало двойню, а затем врачи предположили, что их было целых 4. Теперь же сканирование показало, что детей может быть больше. Точное число детей оставалось загадкой, и никто не мог быть уверен в их количестве до тех пор, пока Александра не родит. Теперь к и без того замечательному путешествию добавился дополнительный уровень неизвестности. Пока шли дни до родов, семья вместе с бригадой медиков с нетерпением ждала момента, когда все прояснится с появлением младенцев. Супруги вернулись домой с известием о том, что у них могут появиться 4 или более детей, и столкнулись с радостным, но в то же время ошеломляющим вопросом. Как подготовиться к приезду их большой семьи? Первые дни беременности они посвятили украшению детской, которая изначально была превращена в комнату для близнецов. Однако по мере того, как беременность прогрессировала, супружеская пара вносила коррективы, чтобы разместить больше детей, полагая, что на этом изменения, необходимые для детской, закончатся. Теперь они столкнулись с проблемой установки дополнительных кроваток и предметов первой необходимости в своем доме, и эта перспектива вызвала у них смешанное чувство волнения и беспокойства. К счастью, друзья и родственники оказались рядом, чтобы помочь, когда узнали, что на подходе еще больше малышей. Когда люди собрались вокруг, дом супругов вскоре был достаточно перестроен, чтобы вместить всех вновь прибывших. Александра и Антон были чрезвычайно благодарны за все протянутые руки помощи и слова любви и поддержки, которые они получили. Было очень тесно, но, по крайней мере, теперь в доме найдется место для всех малышей, каким бы ни было окончательное число. Вместе они приготовились к замечательному приключению – воспитанию не 1, 2 или 3, а, возможно, 4 или более детей. Супруги беспокоились о том, как их сын воспримет эту новость. Хотя он был в восторге от перспективы появления двойни, они были обеспокоены тем, что он может чувствовать себя обделенным в окружении множества новых детей. Они изо всех сил старались объяснить маленькому мальчику, что у него появятся еще братья и сестры. Они заверили его, что появление новых братьев и сестер означает, что семья, которую можно любить и с которой можно делить приключения, станет еще больше. Они сказали мальчику, что несмотря на то, что временами все может казаться шумным и беспокойным, их дом будет наполнен весельем и смехом. Они заверили его, что всегда будут любить его, и что он всегда может прийти к ним с любыми заботами, которые у него возникнут. Шли дни, и волнение маленького мальчика начало затмевать все первоначальные опасения супругов. Он охотно участвовал в приготовлениях, предлагая свои идеи по оформлению детской и игрушкам, которые могли бы понравиться малышам. Он даже предложил поделиться с ними своими игрушками. Он постоянно говорил о том, что будет старшим братом не только для 1 или 2, но, возможно, для 4 или более братьев и сестер. Поскольку детей было так много, врачи не смогли определить пол каждого из них, что добавило к рождению еще один элемент неожиданности. Однако супругов это не беспокоило. Главное, чтобы все дети были здоровы. Однако их сын выразил желание, чтобы у него было много братьев и сестер, что заставило Александру и Антона улыбнуться. Врачи не хотели рисковать естественными родами при таком большом количестве детей, но они также хотели назначить кесарево сечение как можно ближе к сроку родов. Теперь все надеялись, что малыши продержатся до тех пор, пока не будет утверждена дата операции. Однако иногда у матери природы другие планы. У Антона не было другого выбора, кроме как продолжать ходить на работу, как обычно, с маленьким сыном дома и еще большим количеством детей на подходе. Ему нужно было зарабатывать деньги, чтобы заботиться обо всех. К счастью, у Александры было много людей, которые присматривали за ней и помогали присматривать за ее сыном, пока Антона не было дома. По мере приближения срока родов пара разработала план. Александра отправлялась в больницу с родителями, и Антон встречал их там. Но даже самые продуманные планы не всегда сбываются. Однажды утром Антон, как обычно, отправился на работу, когда ему позвонила Александра
и сказала, что, по ее мнению, у нее схватки на ранней стадии, поэтому она собиралась отправиться в больницу. Таким образом, врачи надеялись, что у них будет время подготовиться к кесареву сечению. Ее родители согласились поехать с ней в больницу, пока Антон заканчивает свою работу. Он пообещал Александре, что ни за что на свете не пропустит роды, но не ожидал, что поезд, который доставит его в больницу, опоздает. Антон быстро ушел с работы и направился на вокзал. Он полагал, что у него было достаточно времени, чтобы добраться до больницы до того, как Александру отправят в операционную. Однако, когда он добрался до железнодорожного вокзала, его худшие опасения оправдались. На информационном табло высветилось уведомление о том, что его поезд задерживается. С каждой минутой, пока поезд не прибывал, Антон становился все более напряженным и расстроенным. Он отчаянно хотел быть с Александрой, дарить ей свою любовь и поддержку, а также не хотел пропустить рождение кого-либо из своих детей. Он не мог нарушить свое обещание. Когда поезд наконец прибыл, Антон всю дорогу плакал, опасаясь, что не успеет вовремя. Он метался по больничным коридорам и, наконец, нашел нужное отделение, готовился к новости о том, что он все пропустил. К счастью, произошла небольшая задержка, и Александра как раз собиралась идти в операционную. Медсестры быстро помогли ему надеть футболку, брюки и шапочку, которые он должен был надеть в операционной. Тогда он, наконец, смог бы пойти и повидаться с Александрой. Увидев Антона, Александра расплылась в широкой улыбке. Она тоже беспокоилась, что он не успеет вовремя, и боялась рожать их многочисленных детей без него. Несмотря на то, что медицинская команда была замечательной и заботливой, они не заменили ей партнера. Как только они оказались в операционной, пара оказалась в окружении такого количества врачей и медсестер, какого они никогда не видели. Но присутствие медицинской бригады их успокоило. Они знали, что их малыши получат наилучший уход. Казалось, все происходило так быстро, но Александра чувствовала себя спокойнее, чем когда-либо за последние недели. Она держала Антона за руку и улыбалась ему. Для пары все вот-вот должно было перевернуться с ног на голову, и они оба знали, что это будет нелегкий путь. Но благодаря любви и поддержке друг друга они знали, что их большая семья может быть полна счастья, смеха и забавы, и что они вместе переживут любые трудные времена. Когда местная анестезия начала действовать, бригада медиков приготовилась к кесареву сечению. В зале царило напряженное ожидание, и всем не терпелось узнать, сколько же на самом деле там детей. Никто и представить себе не мог, что в тот день будет вершиться история. Операция прошла гладко, и, к счастью, ни у одной из роженец не было осложнений. Никто не мог желать ничего лучшего. Когда операция закончилась, в палате воцарилась тишина, и Антон с Александрой начали опасаться худшего, особенно когда увидели, как один из врачей шепчется с медсестрой. Александру начало трясти, но прежде чем страх успел охватить ее, по палате разнесся взволнованный крик. Антон и Александра посмотрели на лица врачей и медсестер и увидели широкие улыбки. Когда все в комнате начали аплодировать, медсестра объяснила супругам, что они только что родили первых 5 детей в Чешской Республике, которые были зачаты естественным путем. Супруги были в шоке. Теперь у них не только родилось 5 детей, но и они просто непреднамеренно вошли в историю. Многоплодные роды, как правило, чаще случаются при помощи ЭКО, но Антон и Александра зачали естественным путем. Рождение 5 детей естественным путем – это не что иное, как чудо. Поскольку она родила 5 детей, Александру и 5 новых членов семьи поместили в палату интенсивной терапии, чтобы за ними можно было наблюдать. Однако в целом врачи были очень довольны тем, как хорошо у всех шли дела, и всего через несколько дней пара получила долгожданную новость. Врачи сказали супругам, что вероятность того, что все 5 детей вырастут здоровыми, составляет 95%. Супруги не могли поверить, что им так повезло, и были вне себя от радости начать новую главу в жизни семьи
из 8 человек. Маленький сын этой пары не мог поверить, что теперь у него есть 5 братьев и сестер, с которыми он может играть, и очень хотел научиться правильно держать малышей. Желая помочь своему сыну почувствовать себя более вовлеченными во все происходящее, они спросили маленького мальчика, не хотел бы он помочь дать имена его 4 братьям и 1 сестре. Мальчик был очень взволнован этим и сразу же начал придумывать имена. В конце концов, Александра и Антон вместе со своим старшим сыном остановились на Дэниеле, Майкле, Алексе и Мартине для мальчиков и Тереске для девочки. Следующие несколько недель они провели, осваиваясь с новым образом жизни. Семья получила широкое освещение в средствах массовой информации за то, что стала первой парой в Чешской Республике, у которой родились 5 детей. Но они отнеслись ко всему этому спокойно, решив сосредоточиться на том, чтобы надолго сохранить воспоминания о тех первых днях. Выбор времени купания и кормления представлял собой совершенно новые проблемы, но пара научилась плыть по течению и с удовольствием осваивалась в каждой новой ситуации. От первоначального ожидания двойни до рождения 5 новорожденных. Семья радовалась своему многочисленному потомству, но была уверена, что у них нет планов расширять семью еще больше. Теперь дело за вами. Что вы думаете об этой истории? Что бы вы сделали, если бы вам сказали, что у вас родится 5 детей? Поделитесь с нами своими мыслями в комментариях ниже. Спасибо, что посмотрели. Увидимся в следующем видео.